Всем привет! Вы смотрите проект Weekly Top Fake, где мы, команда журналистов-расследователей, рассказываем, как вас хотели обмануть в новостях. Начинаем с 5-го места. В украинском Житомире погибших военных хоронят уже в городском сквере. Эту новость мы прочитали в телеграм-каналах российского военного эксперта и завсегдатая политических ток-шоу Игоря Коротченко и белорусского политолога Александра Шпаковского. Они перепостили видео такого содержания. Массовые захоронения в Житомире украинских военнослужащих. Мест на кладбищах уже нет, хоронят в городских скверах. В это время в Украине продолжаются боевые действия. Российские войска атакуют на фронтах Запорожской, Донецкой и Луганской областей, неся при этом тяжелые потери. На этом фоне российские и белорусские публичные деятели рассказывают, что потери Украины также огромны. На самом видео проставлен водяной знак телеграм-канала «Форпост», но сейчас оно там отсутствует. Такую же новость постила ВК-группа «Новости Донбасса» и сайт «Зов Житомира». Итак, по картам Google нам удалось установить, что на видео не городской сквер, а Житомирское военное кладбище номер 2 на улице Силетько. Чтобы в этом убедиться, мы обратились в пресс-службу мэрии города. И специально для нашего фейк-чарта там сделали пару свежих кадров этого кладбища. И смотрите, вот те самые ворота и та самая жилая застройка вокруг кладбища, ведь оно долгое время считалось закрытым. Але в 72-му році було прийнято рішення органом виконавчої влади про припинення поховань. І, власне, тривалий час воно було просто закритим військовим міським кладовищем. Початок війни РФ проти України внес свои коррективы. С 2014 года там снова хоронят погибших украинских военнослужащих. Я Дворніцька Ольга Вікторівна, мама загиблого героя Дворніцького В'ячеслава Вікторовича. Я бачила цей фейк. Мене це возмутило. Воно було закрите, поки ворог не прийшов до нашу країну. Между тем, британский министр обороны Бен Уоллес, говоря о потерях российской армии, заявил, что ее боевой потенциал снижен на 40%. В том числе уничтожено или повреждено 2/3 российских танков. Ну а Коротченко и Шпаковский за попытку преувеличить на этом фоне потери Украины занимают 5-е место нашего фейк-чарта. Друзья, если вам нравится то, что мы делаем, делитесь нашим видео и ставьте под ним лайки. Ведь всем хотим, чтобы правду знало как можно больше людей. 4-е место. ВСУ нацисты, потому что Зеленский присвоил горно-штурмовой бригаде наименование «Эдельвейс». Во времена вермахта так называли одну из нацистских дивизий, потому что на ее эмблеме был изображен горный цветок Эдельвейс. И после этого понеслось. К примеру, это пост из телеграм-канала АТН. У нацистов своя историческая память. Зиганул ли после подписания указа Зеленский, не сообщается. А это российская газета Life.ru. В период Второй мировой войны бригада Эдельвейс занималась на территории СССР и УССР Холокостом. Отметился и российский МИД. Говорят, на Украине нет нацистов. Для слепых и глухих вот еще одно свидетельство. В День Святого Валентина Зеленский официально назвал украинскую дивизию Эдельвейс в честь печально известного подразделения нацистского вермахта, ответственного за свои военные преступления. А мы обратим ваше внимание на то, что когда в 2011 году Эдельвейсом официально стал называться 17-й отряд специального назначения Росгвардии, МИД и пресса никак не отреагировали и не назвали их нацистами. Правда, спустя 5 лет, в 2016-м, его переименовали в «Авангард». Кроме того, войска ОДКБ спокойно проводят свои учения на полигоне Эдельвейс в Кыргызстане. В том числе туда приезжают и российские военные. А войска некоторых стран НАТО проводят Эдельвейс Рейд. Это международное военное соревнование, предназначенное для проверки альпийских навыков горных солдат. Ну а в Беларуси в прошлом году так назывался туристский палаточный детский лагерь в Кустюковичском районе. В общем, пока это не касалось Украины, название цветка никого не возмущало. Поэтому АТН, Life.ru и российский МИД раздули проблему на пустом месте. И за это оказались на 4-м месте топа. Место номер 3. Американцы сами ничего изобрести не могут, а все свои открытия имеют благодаря умным иммигрантам. Это утверждает Ольга Шпилевская, возглавляющая представительство телеканала «Мир» в Беларуси. Она долго рассуждала в клубе редакторов на «Беларусь-1», что Америке не нужны образованные люди, и образование там плохое. Но я хочу сказать, что американцы в этом плане может быть даже более эффективно,
Учи то, что тебе нужно, выбирай Подождите, курс. может быть, их рейтинги самые высшие, но все научные открытия Особенно, и когда все они их сами важные какие-то моменты, кто делает? Люди, которые приезжают Да, к ним. вот создали Они систему их- выкачки мозгов со всего они мира. те люди, И которые мы здесь учатся в их готовим наших университетах. физиков. А как на самом деле? Если взглянуть в список университетов с наибольшим количеством учившихся в них нобелевских лауреатов, то можно заметить заметный перевес как раз вузов США. Так что, наверное, не такое и плохое западное образование, как утверждает Шпилевская. Хотя надо заметить, что исследователи этой темы признают, да, изобретатели-мигранты играют важную роль в американских инновациях. Хотя и не такую, как им приписывает белорусское телевидение. Приведем лишь одну цитату из исследования патентных записей, которое провела в 2017 году группа авторов Гарвардского и Чикагского университета. По нашим данным, иммигранты составляли 19,6% всех изобретателей в период с 1880 по 1940 год. Сегодня эта доля составляет около 30%. В общем, пока 2/3 изобретений в США остаются за американцами. Так что Ольге Шпилевской мы отдаем 3-е место в Weekly Top Fake. Кстати, если вы заметили подозрительную новость, оставляйте ссылку на нее в комментариях под этим видео. И голосуйте за наиболее интересный из предложенных вариантов. Того, чья фейковая новость соберет больше всего лайков, мы отметим в одном из последующих выпусков. Переходим к серебру нашего топ-5. Российское телевидение рассказывает о подвигах своих спасателей в Турции, которые привезли туда уникальное изобретение нынешнего министра обороны РФ Сергея Шойгу. Технология называется «Минуты тишины». Я добавлю буквально пару слов вот про эти уникальные методики, которые там сейчас используются, потому что вот те действительно абсолютно чудесные случаи спасения людей, когда доставали малышей, детей там спустя 40 часов, спустя 70 часов, 80 часов из-под обломков доставали малышей и взрослых. И это все благодаря вот этой вот тактике, которую внедрял в МЧС еще нынешний наш сейчас министр обороны Сергей Кужугетович Шойгу, когда он был руководителем МЧС. Вот тогда еще в 95 году появилась вот эта вот практика, которая до сих пор спасает жизни сотням людей. Это так называемая минута тишины. Сергей Шойгу в своей книге, которая называется «Про вчера», рассказал, что идея устраивать минуты тишины при спасении людей появилась в 95 году, во время спасательной операции после землетрясения в Нефтегорске. На самом деле, минуты тишины устраивали при спасательных работах и до этого. Например, после Спитакского землетрясения 1988 года в Армении, за 7 лет до того, как эта идея озарила Сергея Шойгу. Как вспоминают в разговоре с «Медузой» альпинист Агван Чатинян, они по сути были чернорабочими, которые помогали иностранным спасателям. У тех была и специальная техника, в том числе приборы, которые усиливают звук, чтобы услышать людей из-под завалов, и специально обученные собаки и прожекторы, чтобы работать ночью. Порой спасатели устраивали минуты тишины, чтобы из-под завалов услышать голоса живых. В целом можно предположить, что такая технология существовала даже в древности. Замолчать на минуту, когда пытаешься найти что-то по звуку. А вообще, уникальные технологии при спасении людей из завалов — это, например, сверхчувствительные микрофоны, которые улавливают звуки, недоступные человеческому уху, специальные видеокамеры или детекторы, которые улавливают углекислый газ, признак того, что под завалом кто-то дышит. Ну а то, что при этом нужно периодически минуту не шуметь, это универсальная практика, а не изобретение Шойгу. Так что ведущая телеканала «Звезда» Ольга Белова получает 2-е место рейтинга «Неправды». И вот он, лидер топа. В прошлом году в 16 европейских странах годовая инфляция была выше, чем в Беларуси. Такие подсчеты на совещании с Александром Лукашенко об экономических проблемах озвучил премьер-министр Роман Головченко, сообщает информагентство Белта. Лукашенко оценил работу экономики в прошлом году. Ничего не обрушилось, но могли бы немножко лучше. Премьер-министр Роман Головченко в свою очередь привел любопытный факт. Из 20 европейских стран Беларусь заняла 17 место по уровню инфляции. То есть 16 стран показали инфляцию выше нашей. На самом деле непонятно, о каких именно 20 странах Европы говорит премьер-министр. Но вот какие нашли мы. Это данные об инфляции в 20 странах зоны евро. Смотрим. Страна с самой низкой годовой инфляцией Испания имеет 5,5%.
самая большая у Латвии – 27%. В Беларуси на декабрь прошлого года цены выросли на 12,8%. И вот все страны зоны хождения евро, у которых на самом деле инфляция выше белорусской. То есть получается, что Беларусь на 17 месте, но с другого конца. А вот статистика по всем 27 странам Евросоюза. И даже тут мы со своей инфляцией находимся где-то между Хорватией и Румынией. То есть только у 9 стран ситуация хуже, но никак не у 16. Поэтому премьерский фейк занимает первое место нашего рейтинга. Это все, что мы хотели разоблачить в этом выпуске. Подписчики Patreon могут перейти по ссылке под видео и продолжить смотреть фейки, которые не вошли в основную программу. А если вы хотите и можете поддержать нашу работу, то рекомендуем вам воспользоваться функцией «Супер спасибо» на YouTube. Спасибо всем, кто ставит лайки и делится этим видео. Вы помогаете увидеть правду еще большему количеству людей. А я, Алена Чернявская, прощаюсь с вами. До следующей недели.